Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Дитя-чудовище. Что стало с ребенком, рожденным Салтычихой в тюрьме?» Душегубица и мучительница, женщина, которая при виде крови выла в экстазе и набрасывалась на свои жертвы с новой силой. Дарью Салтыкову считают одной из самых жестоких убийц в истории России, да, пожалуй, и всего человечества. Сам маркиз де Сад меркнет перед ее злодеяниями. Учитывая масштабы преступлений Салтычихи, пожизненное заключение в яме стало для нее все же недостаточным наказанием. Промозглой осенней ночью 1768 года в Ивановский монастырь привезли растрепанную женщину. Перед тем игуменья приказала монахиням разойтись по своим кельям и носа не высовывать до особого распоряжения. Послушные монахини сделали все, как велела матушка. Двери келий закрылись, общение прекратилось. Но женщины видели, кого привезли, и не удержались от перешептываний, пронеся слух, что душегубица была спущена в каменный мешок. Душегубицей в Москве и окрестностях уже без малого 6 лет называли ужасную Салтычиху. Разумеется, носила она и православное имя. Пока жила в родительском доме, звалась она Дарьей Николаевной Ивановой. Выйдя замуж, стала именоваться Дарьей Салтыковой. Ей было 20 лет, когда ее помолвили с Глебом Александровичем Салтыковым. Свадьба состоялась в 1750 году. Род Ивановых не был ни особо знатным, и богатств у семьи не было. Отец Дарьи, Николай Иванов, растил дочь один, а Салтыковы были представителями одного из самых знатных и богатых семейств в России. Глеб Александрович был старше Дарьи на 15 лет. В браке она родила 2 детей, но Глеб скоропостижно умер, и Салтыкова стала растить детей одна. У нее было много денег, огромное имение и дома в Москве. В один прекрасный день богачка-дворянка решила, что ей все позволено в этой жизни. Она стала закатывать балы, сама пила, кутила, ездила на охоты в подмосковные имения. Но однажды обнаружила, что ее дворовые девки бывают счастливее. У них мужья есть, и ночи они проводят не в холодной кровати, а у мужей под теплым бочком. А на саму Дарью, пусть и красивую еще женщину, на ее балах, охотах никто из мужчин особо не смотрит, лишь из вежливости. А скоро и вовсе перестанут приезжать, она ведь стареет. Чудачества Дарьи Николаевны Салтыковой начались, по всей видимости, из-за сексуального голода. Поначалу она била юных и красивых девок по щекам, высылала на конюшню замужних молодух, чтобы тех выпороли кнутом. Но этого было мало. Салтычиха стала собственноручно бить несчастных крестьянок то раскаленным утюгом, то поленом, что под руку попадется. Бывало, что забивала девок до самой смерти. У барыни были подручные, иногда она смотрела на казни, приказывая бить помедленней. Сама закатывала глаза, кусала губы и даже вскрикивала, хватая себя то за грудь, то за женское место. Смотря на эти чудачества, крестьяне понимали, душегубица получала от крови жертвы и от пыток наслаждение. Все началось еще когда Салтыкова жила в Москве. Ее усадьба располагалась на Кузнецком мосту, начиная с того места, где он подходит к Лубянской площади, и кончая углом, где его пересекает Рождественка. А пыточный домик, где Салтычиха получала удовольствие от своих страшных дел, располагался как раз на том месте, где сейчас находится выход из метро Кузнецкий мост. Правда, основную массу убийств кровавая барыня творила все же не в московской усадьбе, а в Троицком селе. В наше время это Троицкий парк в теплом стане. В 20 веке на том месте появился массив Лубянки НКВД СССР, а прямо в усадьбе Салтычихи размещалось управление НКВД. Кровь в крови, в общем. В жизни Салтычихи все же случались просветы, когда она приостанавливала свои забавы. В 1751 году в своем имении Дарья Салтыкова познакомилась с молодым помещиком Николаем Андреевичем Тютчевым. Потом он станет дедом знаменитого поэта Федора Тютчева. Дарье очень хотелось стать его любовницей, и она принялась сама клеиться к молодому соседу. В Москве Николай Андреевич жил не так далеко от Кузнецкого моста, потому помех для встречи Дарьи и Николая не было. Но Николай Андреевич появлялся в доме кровавой барыни редко. Видно, он чувствовал что-то жуткое в ее душе. Потому-то в перерывах между появлениями Тютчева для крепостных вновь наступали черные дни. А однажды Тютчев заявил Салтыковой, что больше приезжать не будет, потому как женится по большой любви на небогатой, но кроткой и доброй девушке Пелагее Денисовне Понютиной. Воспылав ко всему сатанинской злобой, Салтычиха больше недели провыла в пыточном сарае на Кузнецком мосту, почти не пила, не ела, а когда собрала силы, то приказала отслужить по Николаю и его невесте Пелагее заупокойную. Живых не отпевают, на такое мало кто пошел бы. Однако кровавая барыня имела собственного священника из села Троицкого. Этот поп был поддельником Салтычихи, вместе с нею наблюдая за пытками крепостных.
Он стоял рядом, когда вспарывали животы беременным бабам. Вместе с барыней наведывался в крестьянские хибары, где Салтычиха ставила в ряд детишек и, отсчитав до 6, приказывала священнику отпеть младенца, после чего дитя бросали в кипящую воду. Любимого Николая Дарья тоже не стала щадить. Она смогла заманить его в сарай, приказала подпереть дверь поленом и поджечь. Но одна из крепостных девок выпустила Тютчева. Ее, конечно же, умертвили потом. К Панютиным, родителям Пелагеи, были посланы крепостные, которые должны были завалить дымоход, чтобы все, кто живет в доме, угорели насмерть. Но крепостные не стали этого делать и сбежали, спрятавшись от гнева барыни. Прознав, что молодые собираются съездить в имение Николая в Брянской губернии, чтобы пробыть там медовый месяц, душегубица задумала убить обидчиков, якобы на них напали разбойники. Но кто-то известил Тютчевых, те поехали другой дорогой, а нападавших скрутила почтовая охрана. Дарья Николаевна Салтыкова, отрываясь за неудачу с Тютчевым, неистово мучила и убивала своих крепостных. Крестьяне из других имений старались не приближаться к усадьбе Салтыковой, считая эту землю проклятой. Причиной тому были массовые смерти крепостных в этом поместье, то и дело оттуда вывозили трупы. Сначала покойников хоронили, наскоро отпевая прямо у общих могил. Потом стали вывозить на телегах по ночам и сбрасывать в болото. С 1756 по 1762 годы злодейка убила более 138 крестьян. Основную часть погибших составляли совсем молоденькие девушки. Поводом для убийства мог послужить любой пустяк. Чаще всего мучительница расправлялась с крепостными под предлогом некачественной уборки или не так поданного обеда. Жалобы от крестьян на Дарью Салтыкову местным чиновникам поступали регулярно, но аристократы по отношению к своей предпринимать ничего не спешили, ведь крепостных за людей тогда не считали. Несколько лет благодаря влиятельным друзьям и щедрым взяткам Салтыкова избегала наказания за свои преступления. Только в 1762 году, когда двум сбежавшим от садистки крепостным удалось добраться до столицы, ситуация изменилась. Вдобавок ко всему на душегубицу пожаловались Тютчевы. Обращение дворян все-таки возымело действие. Это дело взяла под свой личный контроль Екатерина II. Теперь Салтыкова уже не смогла избежать правосудия. Злодеяния расследовали на протяжении 6 лет. За это время удалось полностью доказать ее вину в смерти 38 человек. Не исключено, что десятки без следа пропавших крестьян Салтыковой также стали жертвами бесчинств барыни. Но и доказанных убийств было вполне достаточно, чтобы убийца и садистка получила суровое наказание. Осенью 1768 года императрица вынесла окончательный вердикт в отношении кровавой барыни. Екатерина Алексеевна приказала лишить Дарью Салтыкову дворянского титула, всех регалий и до конца жизни заточить в подземной монастырской яме без света и общения с людьми. Но сначала осужденную ожидал публичный позор на Красной площади. Ее приковали цепями к столбу, а над головой прибили табличку, которая гласила «Мучительница и душегубица». Салтыкова простояла так целый час под брань и освистывание горожан и наблюдала, как ее помощникам отрезают языки и хлещут кнутами. При каждом ударе она вздрагивала и орала. Люди думали, что барыня испытывает страх и сожаление, но оказалось, что та получает удовольствие от вида крови. Затем Салтычиху отвезли в подземную тюремную камеру при Иоанно-Предтеченском женском монастыре, где ее и увидели любопытные монашки. Кровавая барыня была заживо погребена в так называемой покаянной яме, расположенной под соборной церковью. Глубиной яма была около 2 метров, а сверху покрыта железной решеткой. Только дважды в день узница видела свет свечи, когда приносили ей скудную пищу. Салтычиху никогда не выпускали на улицу, ей запрещалось общаться с кем-либо посредством писем. Правда, в 1779 году, через 11 лет заточения, условия содержания убийцы были смягчены. Ее перевели в каменный пристрой к храму, в котором имелось небольшое окно с решеткой. Проходящие мимо люди могли заглядывать в окошко и разговаривать с узницей. Только вот Салтычиха была не слишком общительной. Она рычала и, в общем-то, агрессивно реагировала на внимание к своей особе. Мы помним, что Дарья Салтыкова родила от Глеба 2 детей, Федора и Николая. Когда мать угодила в тюрьму, им было по 13 и 12 лет соответственно. Они все знали и прекрасно понимали, что творилось вокруг. После ареста Дарьи мальчики больше не видели свою родительницу. Впрочем, они никогда не просили о встрече с такой матерью, да и она словно забыла про этих детей. А вот какую любопытную подробность о заключении Салтыковой рассказал ее современник, историк Павел Федорович Карабанов. С его слов, пищу Салтычихе приносил некий караульный. Первое время он подавал ее через окошко, но потом осмелел, стал входить внутрь камеры. Сексуальный голод еще довольно молодой женщины проявился и тут, и у караульного случились с кровавой барыней какие-то свои непонятные отношения. Так вот, в возрасте 49 лет Салтыкова будто бы родила еще одного ребенка. Конечно же, виновным в случившемся признали охранника, ведь кроме него Дарья ни с кем не общалась.
Говорят, караульного сначала публично выпороли, а потом отправили в штрафной батальон. А вот что случилось с ребенком, покрыто тайной. Поговаривали, что его отобрали у душегубицы и отдали кому-то на воспитание, оставив в тайне происхождение младенца. Правда это или вымысел, доподлинно неизвестно. Дарья Салтыкова умерла 27 ноября 1801 года. Тогда ей был 71 год. Она просидела в подземной своей тюрьме долгих 33 года. Такое вот крепкое здоровье было у этой злодейки. Салтыкову похоронили на кладбище при Донском монастыре, там же, где покоились все ее родственники. Правда, эта дикая и ужасная женщина даже перед смертью не раскаялась в содеянных преступлениях. Да и говорить-то она к тому времени разучилась, превратившись в страшного зверя. Современные эксперты-криминалисты убеждены, что у Дарьи Николаевны имелось психическое расстройство, называемое эпилептоидной психопатией. Поговаривают, что, когда Салтыковой уже не стало на этом свете, в полнолуние из ее ямы доносились жуткие звуки. Монахини в этот момент истово крестились. Не обретя в смерти покой, Салтычиха вопила по ночам, вгоняя всех в страх. Порой ведьма выла на два голоса из двух мест – из покаянной ямы и под клети одновременно. Зло множилось. А еще говорят, что по сей день в окрестностях современной Московской улицы Забелина встречается иногда странная тень с железным прутом в руке. Кто-то даже утверждает, что с прута капает кровь. Ведь это тот самый любимый железный прут, которым Салтычиха обожала драть кожу на телах своих крепостных. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.